Друзья, всем привет! Вы на канале Alten Games. В обновлении Tower Defense Simulator добавили долгожданную башню Хакер. Ее стоимость 5500 гемов, и приобрести ее можно в разделе Hardcore башен. Эта башня имеет две ветки прокачки наподобие вертолета и также обладает двумя уникальными механиками. Первая механика — это взлом. При убийстве противника вы создаете его цифровую копию, и ХП этой копии зависит от ветки прокачки и также от уровня прокачки хакера. Соответственно, вы можете выбрать, что вам важнее. Хакер, есть ветка ДПСная и есть ветка, которая с призывами. Если вам нужен ДПС, вы, конечно, выбираете ветку А, и тогда у вас и уклонов цифровых больше жизней, и урон самого хакера будет выше. Но об этом мы поговорим дальше в видео, когда будем разбирать характеристики башен. Также в зависимости от вида хакера и от скина, который вы используете, ваша версия взломанная противника, которого вы взломали, будет выглядеть по-разному. Теперь вторая ключевая особенность хакера: он умеет создавать клоны башен. В зависимости от того, какая ветка хакера используется, они разные по цвету. Но что самое крутое, вы можете создать клоны башен, у которых лимит 1. То есть, например, можно создать 3 диджеев и выбрать все 3 бафа одновременно, и они будут максимальными. Также нужно учесть то, что хакер не умеет клонировать сам себя. Других ограничений в принципе по клонированию я не заметил. Но об этом мы поговорим далее. Также у хакера есть 3 скина. Базовый скин — это девушка, хакер, которая с самого начала держит телефон в руках, ну а дальше у нее идет апгрейд как одежды, так и девайса, при помощи которого она взламывает противников и соответственно создает клоны благодаря дронам. Выглядит этот скин очень-очень круто, но возможно я создам видео со сравнением этих скинов всех вместе и расскажу о их уровнях. Также сзади у нас есть такой рюкзачок, видимо для того, чтобы контролировать дрон. Также в игре есть уникальный скин, спасибо турельке. Он доступен только 50 прошедшим первым игрокам, которые прошли Hidden Wave. И турелька у нас один из них. Еще один раз благодарю за помощь. Выглядит он как золотой ангел, но в игре есть еще один скин, это Fallen Skin. И для того, чтобы его получить, вы должны выполнить определенные условия. Сейчас вы можете наблюдать, как, к примеру, можно хакерами вызвать по 2 копии Гатлингана, но если у вас прокачаны скиллы, то кратковременно даже 6 копий можно вызвать. Теперь давайте перейдем к разбору характеристик. Сейчас вы видите таблицу с характеристиками, и как вы видите, 5А и 5Б версия отличается. 5А версия — это ДПС, 5Б больше связано с клонированием. Также уровень замедления у этих версий разный. Теперь я считаю, ключевая механика — это клонирование. Как вы видите, 5Б намного лучше в клонировании, он намного более дешевым клонирование делает, и он еще при этом стоит и дешевле. То есть 5Б версия, я считаю ее оптимальной. Давайте итоговое сравнение веток. Я рекомендую 5Б, так как он дешевле, хоть ДПС у него меньше, но стоимость клона у него значительно меньше, и время жизни клона у него значительно дольше, что позволяет вам склонировать сразу 2 башни. А это в свою очередь даст вам намного больше простор в тактических действиях. Я вам уже показывал и призыв одновременно диджеев, и можно склонировать, к примеру, уникальную башню Firework Technician, или на стриме я клонировал Mercenary Base, и соответственно вы можете сразу и призвать активный ее навык десант, и соответственно выбрать там необходимых вам воинов. То есть у вас намного больше появляется возможностей. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, пока-пока.